Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф. И как вы уже поняли, на повестке дня вот такая вот лопата поломанная. Кто-то выбросил. Как всегда на дачах это случается. Кто-то на мусорку что-то ставит, кто-то что-то подбирает и что-то с этого делает. У нас возникла идея из этой лопатки сделать нужное приспособление, которое вот уже прямо с весны нам сейчас на огороде именно очень сильно пригодится и будет нас выручать. Для того, чтобы из лопаты сделать это приспособление, нам понадобится углошлифовальная машинка, отрезной круг и зачистной. В дальнейшем можно, конечно, понадобятся кисточки, краски, все, чтобы это все было культурно, нормально. Но в данном случае нас интересует прежде всего, как и что мы будем делать. Для начала мы спилим все лишнее. Даже, в принципе, не буду размечать, потому что мне идея ясна. В общем-то, здесь есть места, по которым можно все это спилить. Нам не нужно. Итак, приступим. Вот основную мы эту отпилили. Это тоже для чего-то используется, потому что хороший металл. Это все лопаты, как правило, сделаны из рельсовой стали. Сталь очень довольно-таки неплохая. Вот это у нас будет заготовочка. Немножко скосили, но немножечко мы доработаем это другим пружком. Сейчас мы еще немножечко здесь тоже лишнее отрежем, пока он на черенке. Все лишнее мы удалили. Теперь уже мы можем, черенок нам не нужен. Мы его использовали, чтобы просто за него держаться. Снимаем нашу бывшую лопату с черенка. И ее с него, соответственно, сбиваем. Сейчас уже показывать не буду, сейчас отобьем это все нормально. Вот, сняли черенок, немножечко долго стучали, не хотел сходить. Вот такая заготовочка у нас получилась. Нам ее немножко надо окультурить. Диск на болгарке наш УШМ поменяли на зачистной. И сейчас все эти дела наши будем немножечко окультуривать. Вот такая вот у нас получилась штучка. Как вы уже поняли, здесь мы все закругляем. Да. И сам хвостик, кончик, как его обозвать, мы затачиваем. Сейчас это немножечко доработаем шкурочкой, заусенцы снимем и
посадим обратно на черенок. Черенок немножечко укоротим, потому что он такой длинный у нас не надо. И уже с готовым инструментом пойдем проверять в сад. Ну, как вы уже, наверное, догадались, у нас получился вот такой вот корнеудалитель. И будет он предназначен прежде всего для таких злостных сорняков, как одуванчики. И работает он следующим образом. Если одуванчик корень подрезать пониже точки роста, то он больше расти не будет и очень легко извлекает. Поэтому с помощью такого приспособления за короткое время, без вреда для остальных растений, мы можем эти сорняки очень легко уничтожать. Вот так вот подрезается этот корень, после чего одуванчик легко извлекается. Он отрезан довольно-таки низко, точки роста нету, и он дальше не растет. Если его отрезать где-то на этом уровне, то он будет ветвиться. И таким образом мы с легкостью от них избавляемся. В общем-то, можно, конечно, такое приспособление купить, но у нас канал для тех, кто делает что-то своими руками. А за сумму, за которую можно купить такой корнеудалитель, можно купить даже 2 лопаты. Даже как бы можно использовать новые, а не найденные где-то в гараже, на свалке или еще в каком-то там закромах соседа. Ну, у кого есть какая-то поломная лопата, лучше не выбрасывайте, лучше сделайте себе это нужное приспособление. А по поводу того, что делать с выкопанными одуванчиками, вы можете зайти на наш канал в плейлист «Еда под ногами» и приготовить из них очень вкусные блюда. Всем до новых встреч! До встречи на нашем канале.